Привет, ребята! В этом выпуске мы посмотрим на странные резные фигурки храма Виранараяна. Первая резьба по-настоящему шокирует. Это крупномасштабная статуя Будды, хотя это индуистский храм, которому около 800 лет, но вы видите, что строители вырезали Будду на передней стене в виде гигантской статуи. Сегодня это может шокировать многих людей потому, что они думают, что индуизм и буддизм – это совершенно разные религии. На самом деле люди предполагают, что в древние времена эти две религии воевали друг против друга. Но здесь, прямо перед храмом, вы видите эту гигантскую скульптуру Будды, такого же размера, как и индуистский бог Кришна, расположенный рядом. Мы видим, что у древних строителей не было проблем с принятием Будды как индуистского бога. К сожалению, он полностью разрушен захватчиками. Видно, что они изуродовали его сверху донизу. И из-за этого разрушения некоторые специалисты даже утверждали, что это не Будда, а какое-то другое индуистское божество. Но это точно Будда. Вы видите его в позе медитации с четким жестом рук. На главной статуе этого храма мы также можем его увидеть. Тут он намного меньше, но мы можем ясно идентифицировать его как Будду. Опять же, мы также видели, что Будда был вырезан в другом индуистском храме неподалеку, в храме Чинакешава. Но эта резьба на самом деле настоящее сокровище. Остальные статуи меньшего размера, и насколько я видел в этом регионе, это единственная большая статуя Будды, вырезанная в индуистском храме. Очень жаль, что он почти неузнаваем. Прямо рядом с Буддой вы можете видеть Господа Кришну, и он играет на флейте, и все заворожены его музыкой. И не только люди, но даже животные полностью заворожены его музыкой. Не замечаете ли вы нечто странное? Этот парень носит рюкзак. Точно такой же рюкзак, как и у нас сегодня. Хорошо видно, что это отдельная сумка, но она привязана к нему. Это действительно фантастика, ведь можно было бы предположить, что рюкзаки начали использовать в прошлом веке, а этому как минимум 800 лет. Вот еще одна резьба. Мужчина стоит под деревом. Очень сбивает с толку то, что я не до конца понимаю детали. Но он четко показан с рюкзаком, и кажется, что он снимает рюкзак. В этой резьбе есть еще одна странная особенность. На дереве прячется странное животное. На этой резьбе вы можете увидеть холм. Можете представить его себе как гигантский холм с множеством деревьев и несколькими животными. Этот холм поднимает Кришна, и вы видите, что змеи выползают из-под холма. Это увлекательная деталь, ведь известно, что змеи прячутся под камнями. Я помню, когда я был ребенком, я переворачивал маленькие камни и всегда находил червей. А когда я был слишком возбужден и перебрасывал большие камни, я иногда находил змей. Я думаю, что под камнями всегда влажно и темно, и это, наверное, идеальное условие для червей и змей. Но эта деталь показывает, насколько наблюдательными были древние строители. Здесь вы можете увидеть еще одну змею. Она изображена с 5 головами. Существовали ли такие змеи во времена Кришны? Помните, что Кришна, как говорят, жил около 5000 лет назад, поэтому мы можем только догадываться, существовали ли такие многоголовые змеи в те времена. Сегодня иногда находят двуглавых змей, и это заставляет задуматься, вымысел ли то, что мы видим на этих рисунках, или правда? Но тут история становится еще интереснее. Это не просто змея, это демон в образе Нага. А здесь можно увидеть женщину, умоляющую о пощаде. Кто же она? Она одна из жен этого Нага. В этот момент, пока Кришна танцует на голове змеи, он думает, следует ли ему проявить к ней милосердие. Что очаровательно, рядом с Кришной есть резное изображение Гаруды, орла, похожего на Бога.
Это очень странно потому, что он делает намасте Кришне, как будто также умоляет его оставить змею в покое. Фактически, змею убивают именно из-за этого орла. Этот орел переместил змею из ее первоначального дома и поместил рядом с домом Кришны. Напомню, что орлы и змеи всегда были заклятыми врагами, как львы и гиены. Но теперь он делает вид, что просит пощады для змеи. В этом определенно есть какой-то скрытый юмор, и древние люди посмеялись бы над этой резьбой. Но в этой резьбе вы можете увидеть еще одну интересную анатомическую деталь. Можете ли вы сказать мне, что это такое? Здесь вы можете увидеть крошечный выступ на его ноге. На самом деле это один из его пальцев ноги. В анатомии он называется прибылой палец или шпора. У птиц высоко на ноге есть лишний палец, он почти не используется. Большинство людей даже не знают, что такая особенность существует у птиц. Но это очень интересная крошечная деталь, которая была добавлена, дает нам понимание того, насколько древние строители были близки к природе. Вот еще одна фигурка Горуды, и снова виден прибылой палец. Это заставляет задуматься, как скульпторы продумали эту маленькую деталь и последовательно сохранили ее во всех фигурках Горуды. Сегодня появилась тенденция, люди заводят собак в качестве домашних животных и могут даже не подозревать, что у них уже нет прибылых пальцев. Большинство собак рождаются с прибылыми пальцами, но теперь собаководы удаляют их, когда щенкам всего 5-7 дней. Древние строители не занимались мелкими делами, такими как удаление пальцев у собак. Они занимались важными вещами, такими как удаление бивней у слонов. Я не знаю, есть ли такое слово, как удаление бивней, может быть, я придумал это. Но посмотрите на этих красивых слонов и на их бивни. Сначала вы можете подумать, что они сломаны. Но они не сломаны. Они обрезаны и закрыты металлическими колпачками. Хотите верьте, хотите нет, но сегодня вы все еще можете увидеть эту практику у храмовых слонов. Бивни, если им позволить полностью вырасти, могут быть довольно опасными и могут нанести большой ущерб, даже случайно. И посмотрите на тяжелые украшения на его теле. Древние индийцы овладели искусством одомашнивания слонов по крайней мере 2000 лет назад. И снова можно увидеть очень интересную деталь. На мочке уха вырезаны вены и артерии. Если у вас когда-либо был домашний слон, вы, возможно, знаете, насколько венозными могут быть мочки ушей слона. Чистить уши слона – большая рутинная работа потому, что уши могут легко начать кровоточить. Но что эти слоны делают в этом храме? Посмотрите на их ноги, они согнуты под углом 45 градусов. Почему? Я говорил вам, что у каждой древней резьбы есть цель. Эти слоны тянут огромный груз, они тянут транспортное средство. И что же это за транспортное средство? Это сам храм. Если вы сделаете шаг назад и посмотрите, то поймете, что храм спроектирован как гигантская колесница, которую тянут эти слоны. А внутри храма, на потолке, много загадочной и необъяснимой резьбы. Посмотрите на это. Это сводит с ума. Кажется, что группа гуманоидов завернуты как мумии и выложены в разные круги. Как вы думаете, что здесь происходит? Но одна резьба на потолке сохранилась. И вместо того, чтобы удовлетворить наше любопытство, она на самом деле его увеличивает. Кришна стоит посередине с флейтой. Теперь посмотрите вокруг. Вокруг Кришны в первом круге вы видите 8 танцоров. В следующем круге вы видите 16 чакр и раковин, расположенных симметрично. В самом дальнем круге вы видите 32 коровы. И если вы посмотрите на квадрат вокруг, вы сможете насчитать 64 цветочных узора. Но это становится еще более странным, если вы изучали древнеиндийские тексты. Кришна – это 8-й аватар Вишну.
Флейта, на которой он играет, имеет 8 отверстий. 8 танцоров могут быть его женами, которых называют Ашталакшми. Вы можете увидеть 8 раковин, точно направленных в 8 направлений, и есть 8 чакр. И если мы увеличим масштаб, у каждой будет ровно 8 зубцов, как у шестерни. А если вы посмотрите на коров, то это становится еще интереснее. Изначально я подумал, что это просто случайный массив из 32 коров. Но если вы внимательно посмотрите, то снова увидите, что показаны 4 типа коров. Одни с очень длинными рогами, другие со средними рогами и так далее. Это снова означает, что есть 8 резных фигурок любого конкретного типа или породы. Я уверен, что мы могли бы найти эту скрытую восьмерку и во внешнем квадрате, если бы эти узоры не были частично разрушены. Есть какая-то странная связь между цифрой 8 и этой резьбой на потолке. Жаль, что все остальные барельефы уничтожены, так что их невозможно расшифровать. А здесь снова захватывающая резьба с переплетенными нагами. Вы видите 8 сторон этой панели, но другие детали уже не так видны. Что же это за одержимость змеями? Что здесь пытаются нам сказать древние строители? Этот гигантский парень борется с этой гигантской змеей, и он держится за дерево. И посмотрите, на дереве прячется ребенок. И этот маленький парень борется с этой маленькой змейкой, и все это происходит, пока кто-то прячется в шкафу. Сегодня мы могли бы превратить это в фильм ужасов. Кто же сможет нам это объяснить? Вы также можете найти других животных, таких как ящерицы и гусеницы, но это не резные фигурки, а настоящие животные, живущие в этом храме. Конечно, мы должны изучить самые доминирующие виды на планете. Вот женщина с уникальной прической, а в руке она держит прямоугольный прибор. Она делает селфи со своим iPhone 13. Или это просто зеркало? А может, это глиняная табличка, на которой написано какое-то послание? Или она читает электронную книгу? Может быть, она с кем-то разговаривает по видеосвязи? Что это за устройство? Стандартная теория археологов гласит, что это зеркало. Они считают, что в этом никто не должен даже сомневаться. Иногда женщину изображают прихорашивающейся. Тогда можно догадаться, что это зеркало. Иногда они пишут на этом предмете, поэтому мы можем сказать, что это могла быть глиняная табличка или стеганая ткань. Шумеры широко использовали глиняные таблички, но неясно, существовала ли такая практика и в Индии. На лице бы проявились микровыражения вроде тщеславия или удивления, но оно уничтожено. Если она показывает тщеславие, мы можем заключить, что это зеркало. Если она показывает удивление, мы можем сказать, что это была табличка, содержащая некоторую информацию или сообщение от кого-то. А если она показывает утиное лицо, мы можем заключить, что она делает селфи. Я думаю, она смотрит видео на YouTube, как и вы сейчас. Напишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Я Правин Махан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.